Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это началось как обычная экскурсия. Группа туристов из Европы прилетела в Кению посмотреть дикую природу, сафари, животных, о которых раньше они читали только в книгах. Среди них была и Лена. Ей было 26. Она много работала, копила на поездку почти год, мечтала увидеть настоящую Африку. Не отель, не пляжи, а пыль, закаты, саванну и львов. Все шло спокойно. Первый день бегемоты у реки, второй зебры и жирафы, а на третий им пообещали настоящую встречу со львами. Но с одним условием – не покидать джип. Никогда. Гид-мужчина по имени Джошуа говорил это каждый день. Они могут выглядеть мирными, они могут даже зевать, но это дикая природа. Здесь нет предупреждений. Здесь все происходит за секунду. Лена слушала, но, как она потом призналась, не до конца воспринимала всерьез. Ее подруга сказала позже. Она все время говорила: «Я хочу подойти ближе. Я не боюсь. У меня хорошая энергетика, животные это чувствуют». И вот они подъехали к небольшой роще. Там в тени акаций лежал лев. Один, громадный, с гривой, как золотой ковер. Он даже не поднял головы, когда подъехал джип. Все начали фотографировать. Камеры щелкали. Гид остановил машину, сказал: «Не дышим громко, не делаем резких движений. Он не охотится. Он отдыхает, но мы гости здесь». И тут случилось то, что изменило все. Одна из девушек, не Лена, случайно уронила бутылку воды. Звук был громким. Лев вздрогнул, поднял голову, но не сдвинулся. Все замерли. Гид медленно поднял руку, жестом показал не двигаться. Но в этот момент Лена открыла дверь. Она сказала потом: «Я не знаю, что на меня нашло. Я просто подумала, что он не опасен, что он понял, что я не враг». Она вышла. Один шаг, второй. Она улыбалась, в руках у нее был телефон. Она хотела сделать селфи. В это время гид закричал: «Немедленно в машину». Лев поднялся, не спеша, не рыча, просто встал. Он смотрел на Лену, и что-то в его взгляде было пугающе, спокойным, как перед бурей. Лена сделала еще шаг. Она была в 5 метрах. В какой-то момент она будто поняла, что что-то не так. Застыла. Но было поздно. Лев прыгнул. Немедленно, не предупреждая. Он прыгнул, как молния. Одним движением. Люди в джипе закричали. Гид пытался завести машину. Лена упала. Но и это то, что до сих пор обсуждают, лев не укусил. Он повалил ее. Замер над ней. Рычал. Тяжело дышал. Положил лапу ей на грудь. И не двигался. Лена лежала. Плакала. Не от боли, от страха. Она думала, что умрет. Что сейчас он. Но этого не произошло. Гид, рискуя жизнью, медленно вышел из машины. Он начал говорить льву что-то на суахили. Медленно приближался. Лев смотрел на него. Потом снова на Лену. И ушел. Просто ушел. Позже ветеринары объяснили, возможно, это был молодой самец. Он недавно потерял мать. Его выгнали из стаи. Он был дезориентирован, одинок. И, скорее всего, он просто не понял, что происходит. Он почувствовал опасность, но не злость. Лену увезли с синяками и шоком, но без царапины. Она жива и говорит. Это был знак. Мне дали шанс понять, что жизнь хрупкая, что дикая природа – это не игра. Ее история разлетелась по новостям. Ее приглашали на интервью. Кто-то называл ее безрассудной, кто-то везучей. Но сама она говорит: «Я не была храброй, я была глупой. И мне очень повезло, что этот лев просто не захотел меня убить». Теперь она волонтер в фонде защиты диких животных, проводит лекции для туристов.
и всегда заканчивает их одной фразой. Если вы чувствуете, что что-то не так, не игнорируйте это чувство. Оно может спасти вам жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.